Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 28-я серия аниме Волчий дождь. Так, ну где мы? Мир до сих пор катится в тартарары, скажем так. Это Тобуэ. И Шер погибла. Посмотрите на них, а. Жалко их уже, вы посмотрите, а вот сейчас весь кадр прям показывает все их состояние. Но они уже на последнем издыхании абсолютно все. Это, знаете, такой рывок смерти. Вот. Мы правильно едем? Правильно? Мы не ошиблись. Рай ведь там, впереди. Да, там. Ничего не болит? Как странно. Почему-то я начал во все это верить. В тебя, в волков. Ну как бы она рядом с тобой сидит. А, волки с тобой могут разговаривать. И в рай. Такое чувство, что я впервые вижу мир ясно. Вижу, как он вот-вот исчезнет. Боюсь, поздновато для прозрения. Это точно. Мир не исчезнет. Все это, чтобы он начался заново. Короче, мы должны его реанимировать. Все это, чтобы он родился снова. Все горит, все вокруг горит. А, нет, это... Да. Так. У него тоже дома была книга Луны? Вы посмотрите, а? Интересно. Это сейчас был Дарсия там? Папаша, Это был Дарсия? Интересно. все было не так, как ты думал. Вот-вот. Волки не нападали на Роуса, маму или Криос. Это были не они. Это была Джагара. Какая ирония. Большая. Это капец. Я об этом уже пару серий говорил. Что это как кранты. Судьба над ним поиздевалась. Эй, остановитесь! Старику плохо! Стой! Держись. Эй, держись! Кровотечение внутреннее или что? У него сердце остановилось? Похоже на шок от обезвоживания. Или может у него внутреннее кровотечение. Мы можем помочь. Я понятия не имею, что делать. Я же вам не врач. Точно. У нас тут есть панацея. Но у нее силы на исходе. Давай, Чеза. Вода. Свою воду дала. А, нет, она это искусственное дыхание делает. Чеза. Я-то думал, короче, у меня самые разные. Задышал. Кажется, он все-таки приходит в себя. Ой, мама, господи, а, ну они все уже не знаю. Машина вообще заведется сейчас заново, а, интересно. Я уже этого даже боюсь. Какое-нибудь укромное место бы нашли. Все хорошо, Чеза? Нет. Просто устала. Но все хорошо. Спасибо, Чеза. Отдохни. Кажется, успокоился. А, да, думаю, он скоро очнется.
Думаешь, обнаружив нас рядом с собой, он не грохнется в обморок опять? Есть такое чуть-чуть. Вряд ли. Нет уже. Когда Нет. он узнает, кто мы такие, когда увидит, он наверняка устроит нам тут разборку. Это не так. Папаша, он принял меня такой, какая есть. Мгм. Да. Даже после того, как узнал, что я волк, он бросился защищать меня так же, как раньше. Да. Ха, а еще он нас всех едва не перестрелял. Да, По было. недоразумению, наверное. Пару раз Может, было. это и было недоразумение, но это все, что ему тогда оставалось делать. Хиге. Не нам судить. Мне кажется, только ненависть к волкам заставляла его жить дальше. Так и есть, да. Едем дальше. Интересно, вот на что будет похоже? Ворота или бог его знает? Господи, они все израненные к черту. Ха, я только хотел потрогать. Он уже согревается. Он больше не будет в нас стрелять. Тогда, когда он упал там в горах, и я его грел, он прижал меня к себе, перепутав с тобой, представляешь? Мы лежали. Я помню. Я тогда подумал, Да. Блю очень-очень нужна ему. Я даже немного позавидовал. Но он сам же домашний. Если что-нибудь произойдет, если со мной что-то случится, ты позаботишься о папаше вместо меня? Что значит случится? Никогда не говори так. Очень не люблю такие разговоры. Мы все вместе дойдем до рая. Ничего не случится. Я знаю. Да? Ты плохо себя чувствуешь? Я после Шер вообще не уверен, если честно. Вот у меня... Просто если что-то случится, получается, что ты единственный, кому я могу его доверить. Ну тогда я тоже буду за ним приглядывать. Да. Слава богу. Слушайте, знаете... С чего это ты вдруг? Тобе... А? Спасибо тебе. Ты странная. Ты сейчас очень странная, Блю. Ну все, она сдохла, к черту. Все, она сдохла абсолютно. Эх. Берем на руки и вперед шагаем дальше уже. Могу идти. Уверена? Идти с тобой. Слушайте, может от машины получится что-то отломать? Отломать что-то и с упряжкой, а? Как-то что-то вроде упряжки можно будет взять. Кто будет Суме, Киба и Блю? Хотя что от этой штуки отрывать? Веревок нет. Ну вперед. Боже мой, это... Ой-ё. Бомбежка продолжается всего мира. О, слышно прекрасно. Как бомбежка идет. Ага. Он просто спит, не бойся. Тебе тоже надо поспать. Хотя, конечно, сейчас как-то уже и не определишь, день настал или ночь. Мне страшно. Я не знаю, что папаша сделает, когда проснется и увидит нас. Да ладно, все уже, я не волнуюсь даже. Я уверен, что его сердце смягчилось. Еще как. Ведь ты освободила его от гнева и ярости. Папаша! Отлично. Где ты, Блю? Здесь, рядом. Папаша, я здесь. Держись, мужик. Я рядом с тобой. Блю. Вот так, вот так. Умница. Тут еще кто-то есть. Да, я. Узнаете меня? Еще бы. Слышу голос нашего красавчика. Ты не видишь его? Вижу, как же. Все плавает из стороны в сторону. Ну, уже Он неплохо. наконец-то очнулся. Блю, Здесь ребенок? Да, типа да. Представим, что да, ребенок. Еще кто-то. Кто именно?
Я вас чувствую, не молчите. Да. Кто? Кто это? Папаша, они, в общем... Да, мы волки. Спокойно. Сейчас, чтобы инфаркт не хватил. Ну да, обхохочешься. Это правда. Они действительно волки. И еще Дева Цветка тоже здесь. Это Чеза вернула вас к жизни. Они взяли тебя с собой, чтобы мы все вместе дошли до рая. Капец ироничная ситуация, на самом деле. Тебе еще нельзя ходить! Ну да, у него не видится, и он их может разглядеть. Мы уже понимали, что когда мозг так не Куда вы работает, пойдете? как надо. Идти вместе в рай? Что за бред? А куда ты еще можешь пойти? Горячка. А если это не бред, то лучше бы я умер, чем терпеть это. Зачем вы так? Вы же даже не знаете, как Блю волновалась за вас. Гордый он Я слишком. знаю, вы тоже по ней скучали. Хотели, чтобы она вернулась. Заткнись! Слушай, Блю, ты больше не моя собака. Папаша! вот это сейчас было обидно и, как по мне, упрямо, тупо нелогично. Но он же уже прояснил ситуацию. Ну зачем упрямиться? Ну зачем? Хотя, ну, в таком возрасте, понимаете, упрямство все, что остается у человека. Господин Яйдер, И как давно ты спелся с волками? Закрой рот. все совсем не так. Разве ты больше не ищешь свою женщину? Она умерла. Я нашел ее. Неужели вы не помните? Это она нашла вас и Блю. А потом... Вы что, не понимаете? Весь наш мир превратился в сплошной бесконечный кошмар. Нам больше некуда бежать. Каждый сам ищет себе место, где умереть. Этот-то инстинкт точно есть у всех. Прекратите упрямиться. Пойдемте с нами. Ты что, вооружен? Его не Или разоружили? пустые разговоры. Она теперь... Блю теперь свободна. Господин Яйден. А. В твоих глазах ей еще недостаточно жалок. За что? Да ладно, ну хватит. Ну что за бред? Ну это реально уже бред. Ну правда, ну это ненормально. Хиге, куда ты собираешься идти? А разве не ясно? Куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой. Разве не ясно? Куда ты, туда и я. Вот эта женщина. Кажется, ты не собираешься в рай. Я останусь с тобой. Не говори ерунды, ты должна идти с ними. Я же сказала, что пойду только с тобой. К тому же, вряд ли я смогу попасть в рай. А, типа из-за Я того, же не что... чистокровный волк. Помалкивай. Что-то говорит мне, что так и будет. А попытаться нельзя, а? Я был на поводке у Джагары. Не думаю, что я смогу попасть в тот же мир, куда Киба и остальные. Вот поэтому мы останемся вместе. А как же твой папаша? Неужели ты позволишь вам вот так разойтись? Это Ты тупо. смиришься с этим и с тем, что не пойдешь в рай? Если я с тобой, то этого достаточно, Хиге. Если я буду с тобой до конца, то этого достаточно, понимаешь? Ну? Видел я их. Не ошибся я вовсе. Ошибся. Там были волки, и они смотрели на меня, словно издевались. И среди них был один. Его глаз светился золотом, и в нем было столько злобы.
Слышишь это? Этот звук. Он летит сюда. Дарсия летит. Что это? Хорошая пальба. Почему палит? Из-за чего палит? Ох! Слышу грустный голос. Мама родная. Большая тоскливая боль. Это что случилось? Что-то там случилось? Во вспышке кто-то погиб. Возьми туда. Доведи. Кто погиб? Но люди Хигея и Блю еще не вернулись. Киба, не отходи от Чезы. Я пойду искать Хигея и Блю. А ты пока найди людей. Бегу! Так ты тоже понял, да? Думаю, он решил разойтись с нами после того, как мы поговорили там, во дворце Джагары. Нет, наверное, даже раньше, еще до того, как к нему вернулась память. Про Я Хиге. привык к предательствам. Хиге нас не предавал. Никогда. Я знаю. Но ведь даже теперь, после всего, что было, он продолжает нам врать. Никому не говорит ни слова правды. Но мы ведь оба это поняли. Мы догадались, несмотря на то, что он все скрывал, верно? Да. Господи, я уже подумал, Лебовский погиб. Где вы? Эй! Прикройся хотя бы, господи, ты идиот! Пожалуйста, давай сейчас без этого. Слава богу. А как же Блю? Не уходите один, пожалуйста. Пойдемте обратно к нам. Слушай, Хочешь посмеяться над моей жизнью, то давай, смейся. да ты какая жизнь, все мы сдохнем скоро, Вот давай. такие уж мы люди, бестолковые существа. Мы не такие, как вы, благородные волки. Да неправда, это ты Нам один нужно такой. что-то, за что можно держаться в жизни. Нам нужно, чтобы было с чем бороться, что ненавидеть, Это чему правда. завидовать Цель нужна, хоть что-то нужно. и кого любить. Но я люблю людей. Это правда. Папаша! Не зови меня так! Тобе, поворачивай и уходи, а? Пожалуйста. Дарсия? Там был... Это был Дарсия? По-любому был он. Это он! Это он? Тобе, не надо! О боже мой! Тобе, он его убьет! Он его убьет. Нечистым созданием не дозволено ступать на эти земли. Он его убьет. Ты не пойдешь дальше. Я не позволю тебе. Который? Человек, да? Я когда-то видел тебя. Я когда-то видел твой глаз. Что ты за дьявол такой? Человек или волк? Не то и не другое. Не то и не другое. Твой желтый глаз — это волчий глаз. Когда человек теряет что-то дорогое, вместе с этим уходит его душа. Ты ведь знаешь, что это такое? Он-то. Знаю. И тогда он сделает что угодно, лишь бы отомстить тому, кто отобрал у него все. Он не будет знать пощады. Да, мне не нужна пощада. Кто кого? Мексиканская... Боже мой, господи! Господи, кто его застрелил? Какая сука это сделала? Боже мой!
Ты ж... Господи, боже! Боже мой, только не это! Боже мой, только не это! Ребенок! Том! Застрелили, боже! И старика тоже! Боже, Ай! Боже мой, у меня спазм произошел. Господи, знаете, вот такое бывает иногда. Мышцы спазма случилось. Господи, боже. Боже мой, господи. Ну все. Концепцию последних серий я понял. Все умрут. Нет, это сейчас было. Вот это сейчас было нечестно. Слушайте, так, все, знаете, я устал. Серьезно, это ненормально. Это ненормально. Вот знаете, последние серии решили поиграть на нервах человека. Ну так нельзя. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код GIES уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Так, дорогие друзья, ну, прежде всего хотелось бы... Ну, ладно, я должен сперва эмоционально высказаться. Я немножечко сейчас отдохнул, чтобы... Ой, я немножечко отдохнул, чтобы, понимаете, прийти в себя, нормально, рационально мыслить, потому что, ну, последние пару минут это был полнейший шок. Во-первых, смысл в том, что, знаете, немножечко я удивился тому факту, что Дарси снова появился и начал там бог знает что творить. Волков он, кажется, убивать не хотел, но людей туда не пропустит, куда вот Чеза их ведет. Нечистым созданиям не дозволено ступать на эти земли. Кстати, по поводу всей этой ситуации, по поводу конца света и так далее и тому подобное, знаете, внезапно кое-какой момент я вспомнил, который очень походит на эту ситуацию. Вообще, данная ситуация, которая вот нам сейчас показывается, да, я имею в виду конец света, вот это и так, ну, так далее и тому подобное. Вообще вся атмосфера, это от начала и до конца подчеркнуто из произведения Откровение Иоанна Богослова. Также по-другому Откровение Иоанна Богослова называется просто Апокалипсис. В этой книге описываются события, предшествующие второму пришествию Иисуса Христа и страшному суду, включая различные катаклизмы и чудеса. Ну, дорогие друзья, взгляд на лицо. Нам там постоянно говорили о том, что мир полностью будет стерт и создан будет заново. Однако Апокалипсис не только предсказывает катастрофы, но и показывает победу добра над злом, установление нового небесного Иерусалима. Они ищут вот это место как раз. Они как раз вот в пути, дабы вот этот процесс, который сейчас описан в Откровении, вот этот момент, чтобы запустить. То есть, знаете, реабилитация, понимаете, вот чтобы прорвалось. Ну вот так можно сказать. Чтобы вот из-за этого уничтожения вот росток вышел. В конечном итоге Библия учит, что конец света будет не просто уничтожением, а началом нового вечного царства Бога. Ну, примерно так и задумано. Вот да, примерно так и можно представлять. Знаете, еще один момент. В Библии очень хорошо, конкретно не указывается, что конкретно будет, как конкретно будет, вообще, что из себя это все представляет. Там очень размыто. Знаете, вот очень интересный момент даже в произведении Данте Алигьери «Божественная комедия», да, многие очень популярные главы по поводу ада, но также есть и чистилище, и рай. И знаете, если ад там описан очень хорошо, рай там расписан крайне размыто. Как и здесь. И как и в этом произведении. Понимаете, в чем дело? Вот из-за того, что вот ситуация очень размыта, я вижу в этом не упущение сценаристов, а такое, знаете, маленькое послание того, что никто не знает, что такое рай.
Потому что, как и в Библии, никто не может разобраться, вот что будет после конца света во время второго пришествия Христа. Но оно что-то-то будет. И вот это что-то-то будет, также в этом аниме и фигурирует. То есть конкретного ничего не знаем, но есть путь, есть дорога, есть цель, и ею должны следовать. Дорогие друзья, я очень устал. Я очень устал вот от данного аниме. Я еще в прошлой серии, честно сказать, просто так гибель персонажа. Но, знаете, такое нелогичное, но при этом логичное, потому что мир уничтожается, и теперь эта смерть дойдет до всех. И от этого становится крайне, знаете, погано на душе. Вот так скажем. Сейчас умерло такое безобидное существо. Так не должно происходить. Вы понимаете, вот я отторгаю такую, такую судьбу. Я отторгаю, не могу. Не могу. Мне противно было сейчас за этим наблюдать. Мне было плохо. Так, вот знаете, это так выстроено. Ну не могла закончиться вот эта добрая, хорошая жизнь. Вот так. Папаша тоже. И какой бедный человек. Вот вы понимаете, что, во-первых, он жил остаток жизни, свою взрослую жизнь провел в охоте за теми, за кем не должен был охотиться вовсе. Это раз. И сейчас он упрямился, потому что, ну, старый человек, он упрямился. И он... Я, кстати, впервые увидел, как он застрелил волка. Застрелил, и он... Что же он наделал? Он убил существо, которое его спасало 1000 раз. Обогрело. Попросил индейцев дать еду. И умер прямо рядом с ним. Если честно, я больше не знаю, что сказать в данной части. Я просто теперь абсолютно уверен, что дальше будет еще тяжелее смотреть. Так что, если честно, я должен взять себя в руки и немножечко отстраниться, иначе очень будет тяжело. Но очень хочется узнать, стоило ли абсолютно вот всех их усилий, всех их жертв. Вот понимаете, вот это очень интересно, что ты не понимаешь, ради чего они борются, но они ради чего-то там борются, и я должен узнать концовку, потому что что будет, что? Дорогие друзья, это была 28-я серия Волчьего Дождя. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю Волчий Дождь. Господи, я уже выложил всего Волчьего Дождя. На Бусти без маскировкатора и с прекрасной музыкой. Удачи вам, увидимся уже на предпоследней 29-й серии.